Доброе утро, друзья. На часах 6:58, 7 утра. А я уже встал на весло. Сегодня как-то рано собрался. Успел еще утром сделать один полет. Красивый был туман, а сейчас все затягивает облачками. По крайней мере, не будет жарко. Приплыли рыбаки с самого утра. Рыпнулись там, где я стоял. Ну, посмотрели, встали рядом. Видно, что недовольные, но ничего не сказали. Я тоже. Ну, как бы это не их место. Хотя они подсознательно его считают своим. Это местное. Вот. Ну, тут, кто первый встал, того и тапки. Это я к тому, что я утром говорил, ребята, что чем ближе к Киеву, тем будет хороших мест свободных все меньше и меньше. И придется становиться в том числе рядом с людьми. Ну, ничего не сделаешь. Такая жизнь. Тем более сейчас разгар отпусков. Конец июля. Вчера, знаете, так пришел. Вот еще раз подумал о том, что, наверное, в жаркую погоду 6 часов грести — это, ну, как бы максимум. С правой стороны такой красивый обрывчик. Ну, снизу он смотрится красивее, чем сверху. Я полетал с утра. И там просто дом стоит, такое строение, а снизу достаточно живописно. Все склоны в дырах от ласточкиных гнезд. Много здесь птиц. Река с утра тихая-тихая вообще. Только рыбаки. И мой голос, наверное, за километр слышен. Ну ничего. Путешествие продолжается, ребята. Все очень здорово. Еще раз хочу сказать про стоянку. Все-таки мой режим — это вставать пораньше. Вот я вчера нашел эту ночевку. Ну как ночевку, место. Приблизительно, ну как, в 3 я встал примерно. Вот. То есть где-то в 4 я разложился. Вот пока попил чай, пока туда-сюда. Вот считайте, уже 5 часов, 5:30. А там надо ужин готовить. И самое главное, я успел все сделать. И на иголочках полежать. То есть взял с собой иголки. Такие, чтобы спину как бы профилактически делать. И где-то, вы знаете, часиком к 8 я уже полностью восстановился практически. То есть я уже чувствую, что у меня нет усталости такой хорошей. И как раз вот в 9 лег спать. Доброе утро, ребята. И получилось все нормально. Я за то, чтобы вставать как можно раньше и стартовать тоже. Ну, это только мое, совам, наверное, это не понравится. А я конкретный жаворонок. Что еще заметил? На реке тут у местных не принято здороваться. То есть всегда я доброе утро. И ну, с таким удивлением не отвечаю всегда. Ну, типа так, доброе утро. Ну, ничего себе, он поздоровался. Ну, я здороваюсь со всеми, кто на лодке находятся, даже на берегу киваю. Вчера даже помахал 2 красивым девушкам. Они мне тоже помахали. Но я ближе не стал подъезжать, потому что издалека-то я так ничего, знаете, желтенький такой. А ближе подъеду, ну, сразу раз возраст виден, и все уже. Ну, это я шучу, конечно. Сейчас сегодня, ребят, сзади меня, наверное, видно. Очень вероятно, что, наверное, будет дождик, скорее всего. Затянуто все тучками. А я еще по вчерашнему дню взял и спрятал, ну, правда, недалеко спрятал, накидку от дождя. Ну, думаю, вчера под жарой шел, думаю, чего она будет у меня болтаться спереди. Ну, по-моему, я сглазил. Ну, посмотрим. Тучи, в принципе, не дождевые, а такие нормальные. Ох, ребят, какая красота. Не жарко. Просто прелесть.
Вот тоже с утра мысли какие-то одолевают про туристическое снаряжение. Еще один плюс снаряжения, когда его немного, ну, вещей, снаряжения, давайте так это назовем. Это знаете что? Это то, что ты меньше теряешь. Вот я сегодня шнур от щепочницы, ну, от вентилятора электрического. Я его искал минут 20. Но он просто вот взял, отлетел в сторону, откатился. А он черный. Вот первое, что я сделаю, так это привяжу к нему какую-то яркую оранжевую ленту, когда приду. Вот 20 минут, считайте, в минус. А этот шнур у меня один. И если его потерять, то щепочница работать не будет. Ну, считайте, что все, приехали. Это неприятно на самом деле. Доброе утро. Вот, это на самом деле неприятно, поэтому надо стремиться всегда к какому-то разумному минимуму в снаряжении и вещах. И идти в сторону качества, ребята. То есть пусть это снаряжение будет, его будет меньше, но оно будет хорошим и качественным. Ну, в принципе, это прямая зависимость, так всегда. То есть можно взять там 10 шерстяных фуфаек, которые фиг высушишь. А можно взять одну хорошую термокуртку, там, знаете, и все такое прочее. Или две маленьких, которые вот в такой кулачок он складывается и отлично себя чувствует. Ну, конечно, там эта фуфайка стоит там 200 гривен, 300 гривен на базаре, на рынке. А куртка 700-800. Ну и так во всем. То есть я потихоньку начал собирать такое снаряжение хорошее. Ну, не самое, знаете, вау. По скидкам в Декатлоне. Там, в принципе, Кевша очень неплохую. Вот жилеточку я приобрел. Очень качественную. Вполне нормально можно найти, если следить за скидками. И покупать недорого. А вот справа, ребята, кто-то стоит с караванчиком. Что-то мне ностальгия вспомнилась, как я года 3 назад на Арабатской стрелке стоял с караваном. Но сейчас я в нем живу. Вполне удобно, уютно, все четенько. Ну что, ребят, в общем, река чистая, небо хорошее, погода отличная, пока располагающая к гребле, не жарко. Так что я пошел маслать веслами. Если что-то будет интересное, я включу. Я вот, знаете, сейчас вот иду и просто наслаждаюсь той красотой, которую я вижу. В очередной раз, уже в который раз, все-таки какая наша Десна красивая. И о какой скуке можно идти речь, когда тебе за каждым поворотом показывают новый, абсолютно классный, абсолютно шикарный пейзаж. Это просто здорово. И вот хочется, знаете, какой-то участок такого затерянного мира. И даже не верится, что это, ну, наша Десна на самом деле. Очень живописно. Наверное, вот знаете, есть какие-то, да, скучные участки. Ну, и там чап-чап. А еще я заметил, что становится скучно, когда ты устаешь. То есть ты уже начинаешь думать не о красотах, а о том, где привал сделать, как бы отдохнуть, да. А вот сейчас, когда свежий взгляд и еще не жарит солнышко пока, и ты можешь идти и просто наслаждаться вот этой красотой, которую я вижу. Сейчас я немножко поверну камеру. Так медленно будем идти. Здорово, правда? Ну, кто-то скажет, фу, подумаешь, упавшие деревья. Да, конечно. Я понимаю, что все люди разные. Никого не осуждаю. Но мне кажется, что в таких участках есть что-то мистическое, знаете, что-то такое древнее, настоящее славянское. А тут слева у нас протока. Но я так понимаю, нам направо, да? С покупкой байдарки как-то моя туристическая жизнь резко расширилась. Ведь по сути, знаете,
вот дорога, вот я люблю дорогу, люблю путешествия. Люблю какую-то смену обстановки. А ведь что такое река, как не древняя дорога? Ведь это еще говорили, там, артерия мира, да? Река это тоже дорога, только она жидкая. И ты не можешь из нее вправо-влево никуда дернуться. В этом есть своя прелесть. Зато она глубокая. Ты можешь не купаться постоянно, да? Зато тут есть такие вот поваленные деревья, где можно медленно-медленно плыть, никуда не спеша. И просто наслаждаться вот этой красотой всей, впитывать ее в себя. А потом вспоминать. И это единственное на самом деле, что остается у человека. Это его воспоминания. Я уже неоднократно говорил об этом. Просто это очень важно. Кто-то к этому приходит раньше, кто-то позже. Но к этому, ребята, приходят все. Вот. У меня неоднократно были беседы с достаточно богатыми людьми, которые спрашивали: Слава, вот скажи, вот как бы, вот ты везде ходишь, ты там всегда улыбаешься, у тебя что, проблем нету? Вот как ты такой всегда довольный, счастливый? Я говорю: ребят, да у меня куча проблем. И, ну, я не хожу вечно, знаете, с дурной приклеенной улыбкой. То есть у меня тоже бывают, в принципе, депрессии, бывают приступы, ну, в принципе, я достаточно, как бы, знаете, не то что серьезный человек, а 15 лет в армии, 2 года Афганистана, не в штабах, они не проходят даром, как, чтобы кто так не говорил. Я просто за волосы вот так беру и тяну себя вверх, понимаете? А вверх всегда тяжелее, чем вниз. Ведь всегда легче пойти в магазин, купить бутылку, ужраться и на день забыть о своих проблемах. Но это абсолютно не выход. И я давно отказался от решения путей таким образом, собственных проблем и каких-то там и так далее. Проблемы будут всегда, ребята. Всегда будут проблемы в любом случае. У вас есть Жигули, вам хочется Ланос. Вы купили Ланос, вам захотелось Nissan. Вы купили Nissan, блин, покатались, вам захотелось Audi. А по сути-то это ничего не меняет. Что-то, просто 4 колеса, ну чуть-чуть комфортнее ехать. На каком-то этапе стирается граница между машинами. Ну вот у меня Ланос с кондиционером польской сборки, ему 10 лет. Ну, я езжу, отлично себя чувствую. 140 я никогда на нем не ездил, 120 тоже я на Ниссане не буду. Мне комфортно ездить со скоростью 90-100 км в час. Все, я на любой машине не буду ездить быстрее. Что бы там ни случилось, понимаете? Вот. По множеству причин. И поэтому Козьма Прутков был прав. Если хочешь быть счастливым, будь им. Делай для этого что-то в том понимании, в чем заключается счастье для тебя. Это тоже важный момент. Потому что счастье каждый понимает по-своему. В 20 лет это когда тебе дала соседка Ирка подержаться за сиську. А если еще и минетик сделала, то все, ты потом минимум 2 дня ходишь с глупой улыбкой на лице и вспоминаешь. В 30 лет, ну, что-то другое, более уже серьезное. В 40 лет часто это хорошая семья, там еще что-то. А в 57 счастье это когда у тебя ничего не болит, когда ты здоровый, когда ты гребешь, блин, на байдарке. Спокойно по 6 часов в день. Вот это, ребята, счастье настоящее. Ну, это такое дело. На самом деле суть следующая. Независимо от количества денег, вы не будете счастливы, если не знаете более-менее точно, что вы хотите.
прямо обрыв такой конкретный. Наверху вижу шатры, там, наверное, какое-то место отдыха, я так думаю. Но вообще очень живописно смотрится. И такие все поросшие лесом. Такое любопытное место впереди. Те горы, о которых я говорил, они находятся в селе Араповичи. Так что если будете в Араповичах, обязательно подойдите к краю горы. Вы получите массу удовольствия. А снизу это смотрится еще интереснее. Подходим к городку Путивск. И впереди река делает резкий поворот налево. И прямо как Карпатские холмы. Тоже, знаете, так необычно. Я привык, что у нас в Киеве Десна. Ну, как Десна, равнинная, все. А тут прямо такие холмики, даже странно. Но, тем не менее, это разнообразит картинку и весьма красиво. И вот в этом Путивске дорога автомобильная проходит совсем рядом с рекой и пересекает мост по карте. По-моему, я по этому мосту сюда проезжал, если это он. Я вот не знаю, можно ли там пройти, надо ли делать обнос будет. Хотелось бы, конечно, чтобы можно было или пройти, или волоком перетащить байдарку в крайнем случае. Не хочется все вынимать и тащить. Я теперь, ребята, точно знаю, что на реке, где будут обносы, ну, реально будет минимум вещей, и практика будет следующая. То есть я уже эмпирическим путем один раз ошибся, вот сейчас. Ну, уже вещей немножко меньше, все-таки я иду сегодня 4-й день. Вот, то есть веса меньше, кое-что покушивается уже, понятное дело. Воды у меня уже не 2 баклажки 10-литровых, а 1. Слышу водопад тоже с той стороны. Шум. Интересно. Да, шум воды, ручей, наверное. Вот, так о чем я начал говорить. И теперь в следующий поход я буду собираться, ну, точнее, даже не в следующий поход, а я буду делать такой эксперимент, то есть полностью разложу байдарку. И вот пока у меня не вместится все так, как положено, чтобы я точно знал, сколько в нее вмещается тогда, когда надевается фартук. Вот. И посмотрю, вот сколько вместится. Если фартук оденется и у меня все вещи вместятся, я смогу их уложить. Ну, тогда все отлично, все хорошо, все замечательно. Если же нет, ну, значит, я тогда буду думать над тем, как сшить какой-то самодельный фартук. Просто из такой какой-то плащевки. Вот, чтобы в случае сильного дождя он у меня более-менее нормально пристегивался и защищал меня от дождя. Небо, видите, совсем синее сейчас, то есть мне везет пока. Ну, в дождь можно, конечно, выйти куда-то на берег и переждать, но это если один день. А если он перманентно идет, допустим, день, 2-3, но все равно надо идти. Ну и хорошо, если тепло, ну, дождь и дождь, мокро и мокро, ладно, высох потом быстро.
А если, допустим, температура плюс 15, ты куда-то идешь, ну, уже становится совсем не так весело, ребята. Поэтому я буду над этим работать. Вот так вот. Понимаете, мне, ну, надо было, вот говорят, брать двушку-байдарку, чтобы типа было багажное место. Но это тоже спорный вопрос. То есть, когда тебе 30, тебе все равно, что тащить. То ли двушку наверх, то ли однушку. Разница, допустим, в 5 килограмм особо роли не играет. Когда тебе 57, ты начинаешь над этим задумываться все-таки. Это раз. Во-вторых, ну, все-таки усилий при гребле на двушке надо больше. Объемом оно больше. Тоже палка о двух концах. В общем, будем экспериментировать. Смотрите, какое поле деятельности, ребята, у нас с вами. Я думаю, вам это тоже будет интересно. Вот. Чем это все закончится. Ну, понятное дело, что я буду потихоньку все нетехнологичные вещи заменять технологичными. Но хотя я вам скажу, у меня даже сейчас нетехнологичных вещей, у меня их практически нет. То есть у меня все, практически все технологичное. И даже вот я сейчас думаю, ну мне и заменить-то нечего на самом деле. Поэтому буду просто уменьшать. Вот я думаю, я в эту поездку взял ноутбук, да. Ноутбук хорошо, когда есть интернет. То есть ты обработал фотки там нормально, выкинул их сразу в Инстаграм, люди посмотрели. Хорошо, его 4-й день нет и непонятно вообще, когда он будет. Вот я его везу мертвым грузом. Зачем? Спрашивается. Дальше. Накопитель 2-терабайтный. То же самое. У меня осталось еще куча карточек. Сказать, что знаете, тут у тебя уходило по 10 карт в день, да нифига подобного. Ну, опять же, десна, она на первый взгляд одинаковая. Ты же не будешь вот тупо снимать, как ты вот гребешь по спокойной реке. Ну, это просто скучно, да. Вот. То есть ты снимаешь эпизодически, когда хочешь что-то рассказать. Вот, либо когда появляется какое-то красивое место, либо что-то такое, что ты хочешь зрителю показать. Ну, здесь, на Десне, тут драйва никакого нет. Это медитативный поход. Вот. Соответственно, на кое я везу этот 2-терабайтник, который весит грамм 300-400, занимает место. Можно просто взять карточек. Если мало, докупить еще пару штук. Снимается это все в Full HD. Там в 50 FPS, не в 4К. Место занимает мало. Ну, вот спрашивается, и какого я с собой его взял. Ну, вот посмотрю, что дальше будет, конечно. Наверное, по старой привычке, когда я еще в фотопоездки ездил, я брал там 2 ноутбука, там ТТТ. Сейчас немножко все поменялось и так далее. Вот от этого можно точно отказаться. Я так думаю. Ну и так далее. В общем, будем вместе с вами экспериментировать по загрузке однозначно. И избавляться от всего лишнего. И смотреть, влезет ли это все в одноместный Neri Smart. В Путивске дамба стоит. И тут раньше был причал для барж. Я спросил, а давайте поднимемся наверх, посмотрим, что там, причалим. Просто интересно, что к чему. А еще тут есть меловой карьер. Это местная достопримечательность. Вот. Но мы туда не пойдем, потому что мы его прошли уже километр. А где-то здесь вот попробуем причалить. И интересно, здесь есть, да, вон есть выход наверх. И попробуем вместе с вами сходить посмотреть на дамбу. Надеюсь, байдарочку никто обижать за это время не будет. Но на всякий случай весло я взял с собой. Все-таки здесь город. Вот. И люди есть разные. Поэтому лучше, как говорят, перебдеть, чем не допить. Правильно? Мы немножко вот поднимемся наверх.
У меня еще скользят ноги, и обувь совсем такая. Поэтому буду идти аккуратно, чтобы не навернуться. Вот дорога, да, о которой я говорил. То есть она совсем рядом проходит. Ну а тут у нас... А что у нас тут? А тут у нас ничего интересного, ребята. Просто площадка. И это типа... Ага, ну понятно. То есть это был причал для барж. Я так понимаю, они тут разгружались, все такое. Вот. Ну, теперь это все в умершем состоянии. Вот видите, местные тут срут, жгут костры, шашлычок, все дела. Чай, кофе потанцуем. Мусор. Ну и остатки былой роскоши сверху. Вот мы с вами там шли, получается. Это у нас мини-экскурсия получается такая в городе Путивск. Ну, ничего интересного, ребята. Куча мусора. В общем, остатки былой роскоши и все такое прочее. Давайте пойдем обратно. Водочные бутылки, арматура. И грязная вода. Все понятно. Да, если бы знал, что там меловой карьер, то, может быть, лучше бы вышел, посмотрел на меловой карьер. Но хотя я этих карьеров насмотрелся за свою жизнь миллион и маленькую тележку, не думаю, что я там что-то для себя новое увижу. Так, это был предлог ноги размять, знаете. Ну, думаю, может тут что-то интересное, остатки каких-то сооружений. В общем, ничего интересного. Пошли обратно к байдарке. Подходим к мосту. Остался где-то примерно километр, может чуть меньше. Я уже его отсюда вижу. Да, ребята, это тот мост, через который мы ехали. Я еще смотрел направо на сиденье пассажира и думал, через этот мост я же буду идти обратно. Так посмотрел. С левой стороны такая полянка, машины сюда приезжают. Я так понимаю, что это такое излюбленное место отдыхающих тут. Но опять городок небольшой, поэтому тут отдыхающих совсем-совсем немного. Деревья растут и хороший выход песчаный. То есть вот после Путивска с левой стороны поляна. Ну, тут вполне можно устроить хорошую дневку, если там вы не один. Но я бы предпочел все-таки что-то менее людное. Поэтому я пойду дальше. Продую мост. Время сейчас 10 часов. То есть еще с утра. А я уже 3 часа гребу. Вот. Потихоньку, я думаю, если что, можно увеличивать норму. Я уже вгребся. Ну, можно так сказать. Руки так активно болеть перестали, и сейчас идет такая приятная, как бы, знаете, уже втянулся, уже поймал такой медленный ритм. Что еще хочу сказать, ребята? Вот по итогу вчерашнего и сегодняшнего дня велосипедные перчатки однозначно рулят. Ни мозолей, ничего, ни натертостей, я их вообще не чувствую. Пальцы свободные, можно что-то делать. Плюс греют ручки частично. На велосипедных перчатках здесь есть подушечки такие. Ну, это амортизационные подушечки. Потому что велосипед бьет рулем. Ну, руль, когда едете по непересеченной местности, там по всякой. Поэтому тут это играет вдвойне позитивную роль. Это анрайдовские перчатки. Я уже не помню, в каком магазине их купил. Что-то в районе 300 гривен они стоят. Поэтому я однозначно вам рекомендую взять вот такие перчатки велосипедные, ими пользоваться. Мне лично очень понравилось. Шел, не дошел до моста. Смотрите, увидел такую красоту. Я вот попросил у хозяина разрешения. Смотрите, какая зачетная штука. На самом деле вещь, правда?
Вообще красота. То есть два контроллера, я смотрю, электрических. На заднем сиденье одно мотор-колесо. Дисковые тормоза. Я так понимаю, примерно 500 ваттные сзади. Вот. Сзади знак. И коробочка для всяких вещей. И справа еще одно мотор-колесо. То есть получается примерно, насколько я понимаю, по размеру в общей сложности киловаттная. Вот. И где батареи я не вижу, но скорее всего... Синяя. Ага, вот хозяин, я сейчас подойду. Ага. Вот батарея, она, наверное, автомобильная, я так понимаю. И вообще сделано все так, знаете, очень интересно. Прямо вот интересно, если честно, да. То есть... Маятники на промподшипниках, задние маятники. Да, а я сейчас вот подойду. Вы не против, если я к вам подойду? Можно? Расскажу ребятам, пусть послушают. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, я путешественник. Вот путешествую от границы, иду в Киев, из Киева. А как вас зовут? Владимир. Очень приятно, Владимир. Вот это ваш, я только что рассказывал, ваш, да? Это вы сами сделали? Да, значит, там самодельные маятники стоят на промподшипниках. Ух ты. Очень мягкий ход. Вот так вот. Масляные амортизаторы. Масляные. Масляные, да. Прелесть какая. Да. Самодельная батарейка на 50 ампер-часов. Значит, при скорости где-то 30 километров, 35 проходит 120 километров. Ой-ой, 120 километров. Да. А если километров, он до 55 развивает скорость. 55. Да. Значит, ну там уже он живет, значит, при 35, если он где-то 200 ватт на колесо, да, то так около 900. А колесо у вас одно 5, я угадал, 500 по полтиннику. По полтиннику, да? Да, То есть синусные контроллеры. синусные. Да, этот LSD3. Это как его? Ну, LED-панель. А, LED-панелька, да? Показывает скорость, потребляемую мощность на данный. И это вы сами сделали, да? Да, это самое. Ну, у вас золотые руки, здорово. Если честно, вы знаете, просто увидеть здесь, ну, я сам... Если вы сейчас видели мой проект новый, вот так вот. Будет четырехколесный, ага, двухместный. Двухместный. Сзади будет лодка помещаться, он будет коротенький, 2 метра всего. Ага. Крыша будет солнечные панели 2 стоять. Ага. Вот, батарейка там уже 4,5 киловатта. 72 вольта, 63 ампер-часа. Ну, это тоже очень хорошо это смотрится. Тоже, да. Да, это тоже. Не, ну там будет уже как бы солидно. То есть уже можно будет и девушку брать, да, катать? Да. Да, я понял. Там хороший сзади будет багажничек. И там сиденье будет интересно, спинки будут сниматься. И вот если 2 сиденья рядом, а спинка снимается и вставляется сбоку, как вот эти вот карповые кресла, знаете, там подставка у них под ноги. Да. Сбоку раз, спинка вставляться, и здесь спинка. И она получается 2-метровая, потому что мне тяжело. А вам помогает кто-то или вы сами делаете? Нет, конечно, помогают. Помогает. Не, ну может там, знаете. Я делаю электронику, потом спаиваю, соединяю, запчасти. А всю механику делает? А раму делает этот электрик. Ну это все за свои деньги, да, вы делаете? Или Все, конечно, за свои, да? Не, ну вдруг государство помогает. Не, я понял. Спасибо вам большое, огромное. Да, ребята, вот, вы знаете, просто, ну, такая интересная очень встреча у меня получилась. Я, как велосипедист, еще раз не мог не остановиться. И надеюсь, вам тоже этот рассказ очень понравился. Зять с дочкой, вон тоже 2 электровелика. Да, спасибо. Попрощавшись с местным изобретателем электровелосипедов и электротранспорта, я продолжил свой путь дальше. Позади остался автомобильный мост, впереди был железнодорожный мост. Я мерно махал веслами и получал истинное наслаждение от своего путешествия. Все было замечательно, здорово, погода благоприятствовала, и я с удовольствием осматривал окрестности и все то, что меня окружало. Вперед, только так и никак иначе, ребята, только так. Ребята, расскажу немножко про то, как я питаюсь пока. Имеется в виду, не какие продукты я с собой беру, потому что в данном походе на меня ориентироваться, наверное, нельзя.
что я их взял слишком много, уже говорил. Я имею в виду распорядок питания и состав продуктов. Ну, то есть, что я кушаю, например, пока. То есть, утром я ем сейчас рис, просто вареный рис, длиннозернистый, со сгущенкой. То есть, тупо варю рис без ничего вообще. И туда выдавливаю сгущенку. Значит, это все дело кушаю. У меня на мою кастрюльку, на маленькую титановую, получается, я половину съедаю, потому что я обычно утром кушать не хочу. Ну и пью чай с кусочком сыра маленьким. Дальше это все. Дальше я выхожу на воду, и примерно до часу. Вот сегодня, например, я вышел на воду рано, в 7 утра. То есть в 7 утра я уже сделал первый грибок. Соответственно, покушал я тоже рано. И где-то в 12 мне захотелось опять кушать. Вот сейчас я доел рис. Ну и чувствую, что все-таки чуть-чуть было маловато. Съел один сникерс энергетический, чтобы быстрые углеводы пошли в кровь и были силы грести. Вот, значит, после этого я прихожу, ну и вечером просто ужинаю более плотно, бутерброд с салом или 2 бутерброда с салом, картошка там какая-то с мясом, ну что-то типа такого, то есть более плотное. Это просто мои предпочтения, мне так нравится. Я на ходу, например, в обед, ну, накушиваться не люблю, потому что тянет сон, а ты должен грести. Соответственно, какой-то легкий перекус должен быть, чтобы мышцам вкинуть энергию. А вечером уже основательно, там, борщик, может, пудинг какой-то там, или еще что-то типа в этом роде. Но у меня это получается вот таким образом. Вот, ребят, сзади меня первая группа байдарочников, которую я встретил. Байдарочники старой формации. В основном такие, как я, там 56, и одному мужику 74 года, такой туристического стажа, у него 50 лет. Такое у него рукопожатие крепкое, я вам скажу. Вот на кого надо равняться. Вот это вот молодцы. Знаете, байдарки тайменьки, старые столы, весла алюминиевые, сушки. Вот, знаете, вдохнуло таким туризмом. Я его застал еще, я его запомнил. Не гламурным, не платным, а именно туризмом для души. Не хочу сказать настоящим, потому что сложно сказать, какой туризм настоящий, знаете. Вот. Это уже вымирающие мамонты, такие люди. Ребята с Сум. Если честно, было очень приятно с ними потрещать, пообщаться. Ну, сильно мы не говорили. Они тут встали. И сейчас вот они идут, я иду вперед. Вот, они тоже пойдут за мной. Но все равно приятно, черт побери. Знаете, что еще вот такие люди есть. По старой традиции всегда чаем угостят, сушкой, все такое. Чай причем в котелке. Как раньше этот котелок такой половником наливали. Ну, в общем, знаете, я так на них посмотрел, как будто окунулся, не то что там в далекое детство, а в те времена, когда я еще ходил тоже в такие вот образца походов. С другой стороны, знаете, ребят, я не могу сказать, что, наверное, это хорошо. Я все-таки за прогресс, и я за современные байдарки таймень. Пусть, ну, кстати, у Нериса каркасный байдарки. Начал говорить за Нерис, и села батарейка. То есть, все-таки я хотел сказать, что я за прогресс, ребят. И пусть этот туризм будет, ну, не платным, да, а именно таким самодеятельным, как это было всегда раньше. Но он может быть современным. Он может быть удобным.
Просто я считаю, что глупо отвергать технический прогресс, ну, ради цепляния за старину, и не склонен к этому. То есть, если, например, специальные носки, там термоноски современные, стоимостью там 500 гривен, ну, сейчас можно рыбацкие найти очень прекрасные носки. Они намного лучше старых шерстяных, глупо этим не пользоваться. Нельзя застаиваться, ну, в том времени, когда там были старые байдарки Таймень, алюминиевые весла. Весла TNP, ну, по-моему, намного лучше. Ничего не хочу сказать про старую байдарку Таймень каркасную плохого. Но современные байдарки нерисовские, ну, которые выпускают Таймень, или вот такие каркасы надувные, они намного лучше. Вот. Да, чай можно варить в косынке на костре, они на костре все это делали. Но на газу все это делать быстрее, а костер можно делать вечером для души. То есть я за какой-то разумный микс, знаете, старого и нового. Палатки, опять же, знаете, брюки, ну, одежда. Это все развивается семимильными шагами. И мне кажется, ребята, не пользоваться этим, ну, нет смысла никакого. Намного удобнее просто брать лучшее. То есть не значит, что надо, например, снаряжение менять там, образно говоря, каждое там, знаете, 3 года. У меня вот этой моей палатки, я уже посматриваю на новую. Алексика, ой, господи, говорю, Алексика. Фу, вылетела из головы. Там куча обзоров с ней сделал. Ладно, неважно. В общем, это мои палатки, с которой я сейчас хожу. Бывает, вылетит из головы, знаете, потом не вспомнишь. Да ей уже, блин, лет 10, наверное. То есть я уже молнию там перешивал. Она не пропускает ничего. Ну, и все равно я уже начинаю смотреть на новую, потому что тогда, когда она была там образно, считалась точнее, чрезвычайно легкой, там чуть ли не вау, легкоходной, она весит полный вес 2,4 килограмма со всем трихомудией. То есть сейчас это уже многовато. Сейчас вот, ну, та же палатка, вот хабовская, ну, по принципу хаба, трамповская, ну, клон МСР. Вот, она весит кило 800, это с нормальным темным тентом, ну, единственное, там внутряшка белая. Но все остальное там вполне даже на уровне. А понимаете, все-таки там 700 грамм или сколько, 200 получается, плюс 400, 600. Ну, даже моя 2,5 весит. Все-таки 600 грамм веса только на одной палатке в туризме, но это много, ребята. Потому что там 600, там 600. Вот берем с собой, берем как образец посуду. То есть я сейчас кушаю из титановой посуды. Она всего ничего весит. У меня 2 маленьких титановых, ну, не котелочка, а, как сказать, наверное, кастрюльки 2 титановых. И мне хватает выше крыши, ребята. Я не вожу с собой никаких стальных котелков там алюминиевых. Ну все, это эпоха прошлого. Проще с Алиэкспресса заказать титан. Он прекрасно себя чувствует на костре. У меня к нему вообще никаких нареканий нет. Место занимает во. Весит во. Понимаете, ну, только не бить его, извините, головой о камни, потому что он не любит сильных ударов. Вот. Так что еще такие вот осколки прошлого остались. Нашел более-менее подходящее место. Вся Десна в субботу забита, буквально вся. И люди стоят возле каждого удобного места, хорошего. Реально стоят люди с большими палатками, которые живут долго. Вот нашел такое более-менее нормальное. Сзади там дорога, но тут ничего не сделаешь. С этим придется уже мириться. Только что мопед поехал.
Я там положу просто, чтобы было видно, что занято, положу дровяняку и попробую здесь провести дневочку. Надо разгружаться, поехали. По поводу выбора палатки. Вот смотрите, можно было поставить здесь, немножко выровнять. Тут идет скос, да? Вроде бы ближе к воде, все. И меньше видно с дороги. Я же хочу палатку поставить вот здесь. Расположить ее вот так. Лицом расположить туда. Почему так? Вроде бы вот дорога, которая идет вдоль, она идет вдоль, грунтовая, и тянется в другом направлении аж туда. Но судя по колее, ездить здесь редко достаточно. И кроме того, можно просто наломать веток и вот так положить, чтобы затруднить доступ к палатке и показать, что тут кто-то есть. А теперь смотрите, если мы расположим вон там, вот как я хотел, то если только бабанет дождь, а сейчас очень сильные ливни не редкость, то вот по этому склону вся вода пойдет к вам в палатку, и при хорошем дожде ее спокойно смоет, либо замочит все вещи. Здесь же, где я хочу, склон идет туда, то есть вода будет уходить спокойно туда, не трогая, в общем, палатку. Если еще ее обкопать, то вообще можно спать сухому. Есть еще один прикол. Посмотрите, как я поставил палатку. Я ее хотел поставить вот так вдоль. Прикол называется муравейник. И вот здесь два муравейника где-то. Один вот там, второй где-то здесь. То есть муравьям, вот, видите, я сюда поставил, у меня в муравьях моментально было все. Значит, туда они не долезут, плюс они не любят прыскалку от этих самых, от комаров. И я сейчас по периметру все попрыскаю, и тут у меня их не будет. Поэтому мне пришлось палатку перенести и поставить ее вот таким. Время 19:55. У меня только что был такой вкуснейший ужин. Пользуясь тем, что я встал на дневочку. Ну, я так надеюсь на дневочку. Вот. Очень надеюсь, что местные меня в 4 утра не побеспокоят. Но, видимо, вот здесь спуск, где я стою, такой плавный. Он единственный, потому что уже приехала лодка. Я днем лег прикимарить. Хорошо хоть успел поспать. Как раз просыпался, они приехали, спускали лодку. Приехали на шестерке. Эта шестерка орет, дребезжит, как дурная. Ну, конечно же, я встал. Да и вообще посмотреть. Но они сразу сказали, мы только лодку скинем. Я говорю, да без проблем, как бы, конечно, ребята. Но, тем не менее, они меня разбудили. И я надеюсь, что все-таки завтра будет поспокойнее. Вообще, ребята, вывод мой такой, что если вы хотите как-то уединенно стоять, то, опять я уже говорил, может еще раз повторюсь, если вы идете соло, то у вас все должно быть подъемное. Во-первых, легко вытаскиваемое с байдарки, во-вторых, подъемное.
Вот. Я думаю, что я где-то через дней 10 к этому тоже приду, потому что у меня запасы пищи уменьшаются, запасы воды уменьшаются, все тяжелое я съедаю в первую очередь сейчас. И может даже раньше, это я так думаю. Я смогу уже, например, останавливаться там, где лодочникам подходить неудобно, обычным туристам матрасным подходить неудобно, а я туда залезу. И получается, я буду стоять в нормальном месте. Но пока у меня, к сожалению, так не получается. Но надо извлекать удовольствие из всего, чего только можно, поэтому я стараюсь на это не обращать внимания, а наслаждаться красивейшими видами Десны. Только что полетал, просто пейзажи поснимал вокруг. Вот. Красиво, конечно. Много моторок, много очень надувных лодок на двигателях. Мотаются туда-сюда, такое оживление. Ну, вот так. То есть июль месяц, конец июля, самый разгар. Люди отдыхают. И для многих Десна сейчас это единственный способ выехать на природу. Ну, в таком режиме семьями отдохнуть. Что люди, в общем-то, и делают. Вот эта дорожка ведет к селу, я так понимаю, село Дегтяревка. Оно тут недалеко. А слева дорога идет вдоль Десны. Ну, местные туда-сюда катают, когда тут рыбу браконьерят или ловят. А завтра у меня дневка, завтра у меня день загара. Завтра я хочу посвятить тому, чтобы немножко полетать, поснимать себя с дрона, с воды, потому что реально это делать очень сложно, очень опасно. Потерять дрон очень-очень легко. Самому себя снимать, еще раз говорю, с дрона, учитывая течение, это дело очень такое стрёмное. То есть это лучше стоять на месте и тогда снимать проходы несколько раз, как, допустим, байдарочник машет веслами. Вот завтра я буду развлекаться таким образом. А теперь, ребята, всем спокойной ночи, приятных снов и ждите моих следующих выпусков.